Всем привет, мои дорогие! Сегодня покажу вам, как привычную селедку под шубой можно подать по-новому. Это не просто салат, а яркие свекольные роллы, настоящее украшение стола. Необычно, аккуратно, современно и очень вкусно. Давайте готовить! Подробный рецепт и точные пропорции вы найдете в описании под видео. Сначала приготовим основу – свекольные блинчики. Разбиваем в миску яйца, добавляем соль, сахар. Дальше идет свежевыжатый свекольный сок и пюре. Добавим немного сока лимона, чтобы сбалансировать насыщенный вкус свеклы. Свеклу я заранее измельчила блендером. Получилось гладкое, яркое пюре. Перемешиваем и вливаем половину молока от общего количества. Всыпаем муку, перемешиваем. Вливаем вторую половину молока. Добавляем растительное масло, перемешиваем. Перед жаркой пропускаю смесь через сито, чтобы она была абсолютно гладкой. У меня сковорода диаметром 24 сантиметра. Приступаем к жарке. Немного смазываем ее растительным маслом. Обжариваем блинчики с двух сторон. С одной стороны жарим чуть дольше. Это изнаночная сторона. А вот лицевая яркая сторона должна остаться красивой. Ее нельзя зажаривать. В итоге у меня получилось 12 ярких, красивых свекольных блинчиков. Далее займемся начинкой. Синий лук нарезаем и маринуем. Для маринада добавляем соль, сахар, уксус и кипяток. Оставляем на 10 минут. Вареную свеклу натираем, подсаливаем и через несколько минут сцеживаем лишний сок. Вареную морковь натираем на средней терке. Отварной картофель также натираем. Вареные яйца я натерла на крупной терке. Филе крупной селедки разрезаем вдоль на длинные полоски. Все продукты для начинки уже подготовлены. Берем блинчик и на изнаночную сторону выкладываем начинку полоской. Сначала картошку, затем морковь, яйца
Немного подсаливаем. Далее делаем 2 полоски из майонеза. Кладем селедку, маринованный лук, и свеклу. Аккуратно сворачиваем в рулет. Точно так же поступаем с остальными блинчиками. У меня получилось 6 рулетов. Убираем их в холодильник на полчаса для стабилизации. Теперь приготовим намазку. Смешиваем творожный сыр с майонезом до однородной массы. У нас осталось еще 6 блинчиков. Берем первый, смазываем изнаночную сторону сырной намазкой, распределяем ее равномерно. Сверху кладем нашу заготовку – ролл, и плотно сворачиваем в рулет. Оборачивая роллы вторым блинчиком с сырной намазкой, мы фиксируем их форму. Они остаются плотными и отлично держат форму при нарезке. К тому же с сыром роллы получаются не только красивыми, но и очень вкусными. Так проделываем с остальными блинчиками. Ставим рулеты в холодильник перед нарезкой минимум на 1 час. Посмотрите, какие красавцы получаются в разрезе. Плотные, стабильные, идеально держат форму. Их можно подавать просто разрезанными пополам. Очень удобно кушать. А можно украсить, как сделала я, чтобы было еще красивее. Половину рулетов я оформила полоской из селедки и зернистой горчицей. А вторую половину остатками сырно-майонезной смеси, из которой получился цветочек. Вы можете сделать полоски из майонеза и посыпать зернами граната. Так тоже будет очень красиво. Готовьте, удивляйте своих гостей и подавайте обычную селедку под шубой в новом, необычном виде.
Подписывайтесь на канал и комментируйте, как вам рецепт. Впереди у нас еще много вкусного и интересного.